Всем привет, мои глубоко уважаемые дорогие друзья! Вы присутствуете на очередном блоге по ремонту мотора Mercedes-Benz, вернее по его установке. И сегодня я вам покажу вообще, какие движения у нас есть. Хочу напомнить, что в прошлый раз мы сняли мотор, и моей задачей было перекидывать навесной. Я расскажу сегодня вам, с какими проблемами я столкнулся. И так как я снимаю сегодня на не 4К камеру, а 2К камеру, по причине того, что мы купили туда китайский объектив, который делает вот такие вот макро, очень красивые съемки, но блоги на него снимать бессмысленно, просто бесполезно, потому что он жесткий расфокус делает. Поэтому, друзья, не обижайтесь, если сегодня вы увидите не 4К, а 2К. Я надеюсь, что вас тоже такое устроит. Итак, давайте я вам сейчас покажу, как выглядит гараж. Вот смотрите, вот это, как ни странно, тот мотор, который стоял на моей машине. Вот он подвешен, и большую часть уже навесного перекочевала именно на этот мотор. То есть, как вы понимаете, основной задачей будет это просто взять, перекинуть сюда, то есть все навесное. Я уже повесил сюда впускной коллектор, вернее выпускной коллектор, и я там сделал небольшую ошибку. Как видите, вот это старые прокладки, которые тут стояли, и также это старая подушка. Я вчера съездил на разборку, за 10 баксов взял еще одну оригинальную новую. Вот это тоже тут стояло с разборки, и послушайте, там уже плещется масло, то есть она уже абсолютно работать не будет, хотя с виду она довольно-таки не порванная, но если ее сравнить с нормальными подушками, то она просажена именно в этой пипке, поэтому тоже имейте в виду. Далее, смотрите, с какими я трудностями, вернее, что я сделал. Первое, я снял вот этот шкив компрессора, это компрессор двигателя, а вот это компрессор кондиционера. Для того, чтобы понять, как работает кондиционер, работает ли он вообще, нужно подать сюда плюс и минус, и вот эта муфта должна защелкнуться. Если эта муфта не защелкивается, значит где-то есть неправильное напряжение, так сказать, не поступает на нее принудительно. И вот это компрессор, у меня компрессор на мотор, как видите, его тут пока что еще нету, но вот это компрессор на мотор, соответственно, тут есть турбина, компрессор двигателя. Этот компрессор, он дает 1,04-0,6 бара надув, что дает этой машине прекрасный разгон и вообще отлично работает, очень, так сказать, эластично работает и вписывается в этот мотор шикарно. Так вот, смотрите, тут даже вот эта муфта электромагнитная, видите, тут написано патент, запатентованная муфта, Unidump, какая-то фирма тогда делала. Вообще это компрессор японский, Eaton 62. Потом, кстати, в Мерседесе отказались именно от такой электромагнитной муфте, потому что они выходили из строя. В принципе, у меня она тоже выходит. За счет чего? Тут стоит магнит. С одной стороны, на этой крышке стоит магнит, и на ответной части на вот этом шкиве. И когда надо, подается плюс-минус, двигатель подает ЭБУ задачу включить этот магнит. Так она крутится, в принципе, сама по себе, и никаким образом компрессор не крутится. Но свыше 1500 оборотов, значит, замыкается вот эта муфта, она электромагнитная, то есть магнит, она замыкается и крутит уже шкив компрессора. Послушайте. Слышите, да? То есть лопасти. Там лопасти, это компрессор Рутса, так называемый. Давно уже это была система изобретена. Это не в Мерседесе она была изобретена, давно. Значит, но Mercedes первый начал ставить именно на гражданские версии. И эти лопасти засасывают воздух, который попадает через специальный дроссель. Дроссель у меня там, я не буду вам показывать. В общем, он надевается на воздушный фильтр, и засасывает воздух дополнительно уже сюда, во впускной коллектор. Как видите, впускной коллектор у меня еще не одет. Зато у меня одето вот это все навесное. Хочу отметить, интересно, что очень просто снимать это навесное. На самом деле я думал, что у меня будут какие-то проблемы по установке этого навесного, но как оказалось, руки боятся, глаза боятся, руки делают. И в действительности, если вы начнете
заниматься этим, вы все поймете, то есть как даже до болтика, вы уже потом запомните даже где болтики располагаются. То есть перекинуть какие-то навесные части, особенно когда двигатель вот в таком состоянии, именно на бок я его кульнул, очень-очень просто. Вот посмотрите, что мне осталось еще сделать. Это снять помпу. Вот она, посадить ее на герметик. Снять вот эту вот часть, которая, ну, надо двигатель опустить, естественно. Снять вот эту часть, где датчик температурный. Это есть рампа с охлаждающей жидкостью, с термостатом его продуть. Вот, я его решил не менять, потому что я недавно его менял. И, конечно же, впускной коллектор. Он тоже садится на прокладочку. Ну и проводка, она у меня целая. Ее надо снять вместе с рампой топливной. Там еще форсунки. Все, в принципе, больше. То есть сюда ничего абсолютно не надо. Вот как я и говорил вам, коллектор предыдущий был в трещинах. Вот, ну и все. Вот вы зададите вопрос, что же это такое. Видите, вот это жижа. Так вот, я вам сейчас покажу, до чего доходит не чистка вентиляции картерных газов. Прямо вот, как сказать, на примере, как в школе, как в институте. Значит, полгода назад мне делали переборку мотора и почистили вентиляцию картерных газов. А вот посмотрите, как она выглядит. То есть это вентиляция картерных газов. Что она делает? Значит, вот тут стакан есть такой, куда вот эта вся бяка, она скапливается. Вот я вам сейчас покажу. Вот она вся скапливается, сюда эта бяка. Ее потом в конечном счете может быть столько много, что она вот этот патрубок может забить. Вот, тут стоит специальный клапан, который не дает, конечно, этому сделать, да, но тем не менее, смотрите, вот эти форсунки на этом двигателе, это контрактный двигатель, как я сказал, они были забиты. Если вы будете чистить вентиляцию картерных газов, вам надо снять впускной коллектор, купить прокладку, естественно, значит, и промыть, прочистить вот эти все трубки, особенно вот эти форсунки, то есть они, я так понимаю, разгружают картер двигателя, убирают оттуда газы. Почему это важно делать? Потому что там создается давление, а оно очень сильно мешает нормальной смазке коленвала, именно потому что, ну, масло плохо поступает, если избыточное давление. Поэтому вентилируется картер для того, чтобы не было этого избыточного давления. И эти газы, они поступают вот сюда вот, в впускной коллектор через эти форсунки, или отсюда уходит. Если я как-то не прав, вы меня поправьте. Но суть в том, что у меня тут они были просто забиты. Я их иголкой чистил, я их промывал, я туда куча ВДшки, вот там уже клапана видны, засранные полностью. И вот я уже поставил новые подушки. Ну, вернее, новые с разборки. Довольно-таки неплохая оригинальная подушка. Я думаю, что это хорошо. Конечно, некоторые болты, вот видите, не откручивались. Я их пробивал там, короче. А самое, что интересное, я по тупости снимал вот эту трубку, она у меня обломалась. Это оригинальный вот этот клапан вентиляции картерных газов. И он у меня обломался. Он стоит $20, его надо ждать, заказывать. Ну, мне тут ребята хорошие... мотористы подсказали, что можно просто взять медную трубку, метчик вот такой, сделать резьбу и вот эту трубку сюда насверлить. И все, и оно отлично, вот видите, по медной трубке никаких проблем не будет. Вот кондиционер, все тут уже есть. Осталось, я уже говорю, дело за малым. Значит, смотрите, вот это двухмассовый маховик, вот этот подшипник, он у меня уже есть, как я вам говорил. Вот он, кстати, оригинальный пришел, Инна. Такой же, как и тут, вот это маленький игольчатый подшипник, я его заменю. Он просто выбивается тут, и его просто можно тут заменить. Лепестки, корзина, мне сказали, еще более-менее походит, еще нормально, но она, сука, очень дорогое. Вот, как можете видеть, я тут помыл интеркулер, помыл радиатор, но с этого это уже... Я купил вот радиатор на разборке за 30 рублей, то есть за $15, именно кондиционер. Вот коробка лежит, мы ее трогать сначала не будем, надо восстановить вот эти, видите, заклинившие лопасти кондиционера. Это просто сделать, это надо проводку, во-первых, перепаять сюда и, значит, взять, немножко поработать с ним, смазать там, раздвинуть его, потому что, видите, он об эту пластмассу он терется, то есть его надо сделать. Вот, я сейчас вам покажу
вот такую вещь по поводу сцепления. В принципе, мужики на разборке говорят, что это еще сцепление нормальное, если сравнивать с тем, что туда приходит. Но видите, тут уже практически до клепок оно стерлось, да? Я сейчас вам покажу, какое сцепление я купил. Пойдемте. Так вот как пиццу несем наше сцепление. Сейчас сравним, в каком оно состоянии. Вот если взять так по толщине, вот обратите внимание, практически в 2 раза толщина. Ну тут хотя бы лепестки еще есть, тут лепестков абсолютно нету. Говорят, что вот это Миркам, китайское, итальянское сцепление, оно косячное, очень плохое. Вот, но оно стоит $50 почти. Это единственное, что я мог себе позволить на последние деньги. Я даже iPhone, телефон продал, понимаете, для того, чтобы продолжить вообще эту машину кромсать. Поэтому у меня денег свободных вообще нету. И это хотя бы что-то, как вы понимаете. А вот это я взял, вот видите, мужик там разбирает, короче, Т2 Т-чики, да, вот на металлолом свозит. Это я у него взял вот этот половик, я его помою. И вот этот половик будет как дополнительная шумка к мотору. Вот сначала будет вешаться половик вот этот, я его порежу, вот он сюда будет. Потому что все-таки шум с мотора я не хочу слышать. А потом вот это, именно термоизоляционное, которое не горит. А под него будет вот этот ковролин. Конечно, вы можете меня обосрать в комментах и сказать, что ты долбоеб, но ковролин, вот этот прорезиненный, он тоже будет поглощать хотя бы какой-то, так сказать, вибро-шумоизоляцию делать. Я его просто красиво нарежу, помою, и все будет окей, дополнительная шумоизоляция. Вот, обратите внимание, вот эту лапу я, значит, зачищу и промовилю мастикой, потому что она обычно отгнивает. Вот этот усилитель я тоже подрежу в нужных местах, где мне надо для противотуманок, и тоже его зачищу, покрашу. Значит, и подрамник надо помыть. И вот обратите внимание, там кардан, он уже помечен. Я вам в прошлый раз сказал, что его надо метить, как он стоит. И обратите внимание, что там тоже внутри есть подшипник, который тоже надо менять, но я его менять не буду. И видите, тут шумка идет именно по днищу. Мерседесы очень хорошо сделаны. Их это отличает именно от бюджетных каких-то ланосов, хуяносов и так далее, то что они все делают по уму, все качественно, все откручивается. Машину собирать и разбирать одно удовольствие. Так что, если, в принципе, мое состояние, так, в первый раз делая этот мотор, оценивать, я получаю кайф, большой кайф от каждого момента, от нарезания резьбы, от смазывания болтов, от очистки. Видите, мотор относительно чистый сейчас. То есть я получаю кайф вообще от всего, ребята. И, честно говоря, я думал, что будет сложнее, но все интуитивно понятно. Хотя, когда мне говорили спецы тут на гаражах, что это тебе с этим мотором, старым простым Мерседесом понятно. А попробуй ты какой-нибудь Кайен разбери, ты там просто повесишься. Вот, но у нас не Кайен с вами, у нас с вами Мерседес, простой, понятный и классный. Поэтому я вам всем желаю, чтобы вы когда-нибудь вообще занялись тоже своим мотором и прочувствовали то, что я. Да, конечно, я вчера не спал 2 суток, да, я отрубился, даже телефона не слышал, все друзья звонили. Но, тем не менее, это того стоит. Потом, когда мы выйдем, конечно, если этот мотор заведется, потому что это большая интрига, мотор может не завестись, но все равно он лучше, чем вот этот, который обцикается и никуда уже абсолютно не едет. И, надеюсь, в конце концов мы надерем BMW, и вы этот фильм увидите, но нужно немножко подождать, он уже в монтаже. Ну что, ребята, вот такой вот блог получился, так что подписывайтесь, задавайте свои вопросы, всем отвечу. А если вы хотите помочь моему каналу, то лучше всего это сделать, став патреоном, покровителем по именно этой ссылке. Взамен вы получите ранний доступ ко всем видео, эксклюзивный материал и много-много чего другого. В любой момент вы сможете со мной связаться, пообщаться, вот, поговорить. И это я делаю для своих премиум зрителей, для спонсоров канала. То есть вы помогаете моему маленькому каналу, и я вам даю эксклюзивную информацию, выкладываюсь на все 100%. Ладно, ребята, пойду работать дальше. Всем удачи, пока и увидимся.